babies have learned that their comfort is unpredictable. Эти дети не знают, в какой момент они смогут утешиться, а в какой нет. And so their strategy is to cry very long and hard. И какая стратегия? Если они будут достаточно долго и громко плакать, то кто-нибудь придет на помощь. So again, the main point for all of us in how we develop our attachment is how we have been comforted. И один из самых важных моментов, который формирует этот стиль привязанности, это то, как нас утешали и где мы находим утешение сами. So there is the secure, То есть первое это надежное, who has been comforted predictably and warmly. и об этом ребенке оказывали заботу предсказуемо и заботливо. The avoidant, the second baby, Второй ребенок с избегающим типом привязанности has not had an emotional connection with their caregiver. у этого ребенка не было эмоциональной привязанности к тому, кто оказывал заботу. And so their strategy is that they comfort themselves. И поэтому их стратегия, способ решения вопроса, да, им нужно утешиться самостоятельно. The third baby is the ambivalent. И третий ребенок это как у нас, амбивалентная привязанность. And they have learned their comfort is unpredictable. И они знают, что они не понимают даже, когда их нужно удовлетворяться, а когда нет. And this is often from mothers that are either, they have not learned adequately how to care. Это может быть мама, ее не научили, как заботиться о ребенке, поэтому она не может адекватно удовлетворить нужду. Or they could be single mothers. Или мама-одиночки. This is the attachment style you will see from alcoholic mothers. Кстати, мамы-алкоголички очень часто именно таким образом заботятся и воспитывают своих детей. Because when the mother is drunk, she's not available. Когда мама в запое, она не может позаботиться о ребенке. But when she's sober, she's very available. Но когда она трезвая, она все свое время посвящает ребенку. And so these babies learn to cry very long and hard to stay in the center of attention. И поэтому эти дети будут долго и громко плакать для того, чтобы привлечь внимание к себе. The fourth attachment style is disorganized. И четвертый тип привязанности это дезорганизованная привязанность. Okay, and we don't have a clip of it because there's no specific thing that you can see in 5 minutes. И мы даже не показываем никакой видеоролик, потому что у них нет никакой стратегии, как им утешиться. And so they can look crazy. То есть они выглядят, как будто они с ума сошли, эти дети. One time they act like this, another time they act like this. И там нет никакой последовательности. В одной ситуации они по одному себя будут вести, в другой ситуации по-другому. And so they don't know how to act in the world. И они в принципе не знают, как им строить свои взаимоотношения с миром окружающим. How do they get their needs met? How do they get comfort? Как им утешиться? Как удовлетворить свои нужды? And they try different strategies depending on the situation and who's around. И они в зависимости от ситуации, в зависимости от людей, с которыми они сейчас сталкиваются, так принимают разные действия. So 85% of kids that come from orphanages or that are in foster care have a disorganized attachment. Порядка 85% детей в детских домах или которые попадают в приемные семьи именно с таким типом привязанности, дезорганизованная. So we're studying this because for two reasons. По каким причинам мы вообще исследование это проводили? So I don't know about you, but when I first learned this, I was thinking about two things all the time. Когда я впервые узнала эту информацию, у меня было две разные мысли. One, I was thinking about myself and my own upbringing. Во-первых, я думала про себя, про то, как меня воспитывали. And secondly, I was thinking about the kids that I was working with. А во-вторых, я думала о тех детях, с которыми мы работаем. No, it's fine. Welcome, welcome. Свой путь в жизни.
So I am asking you to think about, certainly you will be thinking about both things at the same time as well. И я думаю, что вы тоже в двух этих направлениях будете размышлять про себя и про детей. Okay? But I want you to try to focus right now more on your own upbringing. Но я бы хотела, чтобы вы сейчас больше подумали про себя, вот как вас воспитывали. Because who we are impacts the way we interact with our children. Потому что то, кем мы являемся глубоко внутри, влияет на то, как мы воспитываем детей. So this morning we're going to be talking about several different aspects of who we are. И мы сегодня утром поговорим о нескольких аспектах, которые касаются нас лично. So that we have a better handle on why we do what we do with the kids we work with. И тогда мы лучше будем понимать, почему мы ведем себя определенным образом с детьми в разных ситуациях. Okay? So one of you asked yesterday, how does this look when we're adults? И кто-то из вас задал вопрос, а как это выглядит, когда мы взрослыми становимся? Okay, and so we're going to look at that right now. I think you have this chart. И у вас есть таблица на странице 17. Okay? Okay, so what is very interesting is that our styles of attachment are very much in place by the time we are 12 to 14 months of age. Стиль привязанности формируется примерно к 12 месяцам, максимально самый поздний к 14 месяцам жизни ребенка. Do you see very clear differences in the strategies of these kids? Вы замечаете различия между разными стратегиями, которые предпринимают дети, чтобы утешиться? То есть это очевидно, правда же, да? Okay, so this style will remain the same throughout our whole life unless we intentionally change it. И этот стиль привязанности сохранится в нашей жизни до тех пор, пока мы осознанно не изменим его. Or we have some corrective relationship in our life. Или если в нашей жизни появится человек, благодаря взаимоотношениям с которым этот стиль привязанности изменится. We don't even have to know that this is happening. Это может происходить без нашего даже на то согласия или осознанности. If we have a very healthy healing relationship, it will change. If we don't have a secure attachment, it will make us more secure. Как интересно, что мы даже, может быть, не будем отдавать себе отчет, но если появится человек, взаимоотношения с которым будут исцелять нас подспудно, наша привязанность будет приближаться к здоровой, надежной привязанности. Okay, so the first style is a secure baby. Вот давайте посмотрим на первый стиль привязанности. Это надежный тип привязанности. So typically, if you have a secure style of attachment as a baby, you will grow up to be a secure adult. Ребенок, у которого сформировался надежный тип привязанности, сохранит эту надежную привязанность и во взрослом возрасте. And there are 4 characteristics by which you can say, identify a secure attachment. Есть 4 признака, по которым вы можете определить, надежный ли тип привязанности у взрослого или нет. And I think they're written here. Мне кажется, они написаны у вас. So number 1, На странице 18. you can give nurture. Во-первых, вы можете оказывать заботу об окружающих. You're very comfortable in giving nurture. Вам очень легко дается помогать другим людям. Emotionally, Эмоционально поддерживать их. physically, На физическом уровне. okay, you are comfortable with intimacy. То есть вам очень легко вступать в близкие взаимоотношения. Okay? The second category is that you are comfortable receiving such nurturance. Второе качество, отличающее здоровую привязанность, вы можете принимать заботу со стороны других людей. Okay? So Lena and I were speaking this morning a little bit about our attachment styles growing up. И вот мы сегодня с утра с Леной обсуждали, с каким типом привязанности мы выросли в своих семьях, что мы вынесли из своего детства. Both of us had German mothers. У нас были такого немецкого типа мамочки.
that did not relate to us in an emotional way. которые на эмоциональном уровне с нами вообще не устанавливали никакой связи. And when we grew up and we thankfully were allowed to get a little healthier, То есть и благодаря тому, что у нас появились здоровые взаимоотношения в жизни в дальнейшем, у нас изменился стиль привязанности. and we both had a very similar experience with our mothers. И у нас очень похожим образом строились отношения с мамами. So when I was maybe 20, I went back to my mother, Мне было где-то лет 20, и я вот приехала к маме в гости. and I realized that I don't remember her ever hugging me. И у меня вдруг какая-то мысль промелькнула, не помню ни разу, чтобы меня мама обнимала. And so I went to hug her. И вот я подошла и начала маму обнимать свою. А мама стоит колом просто. What are you doing? И она такая, ты что это задумала-то? You went to tell your mother you loved her, А вот Лена пришла и сказала маме, я тебя люблю. and she said, okay. И она говорит, ну спасибо. Okay, so they were very uncomfortable with receiving nurture. То есть обе наши мамы не могли принять заботу, которую оказывали дети о них. We both wore our mothers down. То есть и мы своих мам просто, знаете, до изнурения довели своей любовью. Мы их уничтожили. They became much warmer. И поэтому им пришлось смягчиться. То есть мы эту каменную поверхность стесали. But this is how you look if you are not comfortable receiving nurture. Но вот так выглядит неспособность принимать заботу. Okay. The third characteristic is that you are very comfortable in negotiating your needs. Третья характеристика. Вам очень легко сказать о своих нуждах. You can simply say, hey, I need this. То есть вы можете заявить о своей нужде и сказать, мне вот это очень важно сейчас, нужно. You are very comfortable in setting boundaries. То есть вы очень легко устанавливаете границы безопасные для себя. Because you expect people to hear your voice. Потому что вы предполагаете, что другие прислушаются к вашему мнению, к вашему голосу. You expect people will respect you. И вы ожидаете, что люди с уважением к вам отнесутся. It's very easy for you to set boundaries. Для вас очень легко устанавливать границы. The fourth characteristic is that you feel comfortable by yourself. Четвертая характеристика. Вы можете быть автономными. Вы самодостаточная личность. You don't have to be always with noise or with people. You're comfortable by yourself. То есть, когда вы наедине, вам не нужен шум или другие люди. And you also are comfortable with someone else being themselves. И вы нормально воспринимаете, когда человек рядом с вами хочет побыть один. You can think differently than I do. То есть, может быть, человек по-другому думает, чем я. We don't have to think the same thing. И вы готовы принимать различия между людьми, что мы можем не соглашаться. You don't have to feel the same way that I do about something. То есть я не считаю, что все должны относиться к чему-то так же, как я. I'm okay with you being you and me being me. То есть я готова предоставить тебе возможность оставаться собой, а я буду собой. Okay? So, the avoidant, the one who doesn't have the emotional mother, Младенцы, у которых мама не устанавливала эмоциональной связи, это избегающий тип привязанности. this becomes an adult who is what we call dismissive. И этот тип привязанности во взрослом возрасте называется пренебрегающий. So, an overwhelming feeling that they kind of carry around like a cloud is sadness. Знаете, вот общая атмосфера их отношения к жизни – это печаль и грусть. Now, it doesn't have to be like they don't walk around with. Это не значит, что они все время в таком подавленном состоянии ходят. It might not be obvious to other people. Другие люди, может быть, даже не замечают их вот этой печали внутренней. But if they were honest and knew themselves, they would go, yeah, there's just this underlying sadness. Вы знаете, если они будут честными самими с собой, они признают, что у них внутри вот это есть печаль. They have very difficult time with emotions, with being aware of their own emotions.
Им очень сложно определять свои эмоции. Они даже не осознают, а какие эмоции они сейчас испытывают. Они не могут определить это. Because if you remember the little baby, he learned to shut off his emotions very young. Помните, этот младенец в уже очень младшем возрасте, в 12 месяцев, он уже никаких эмоций не отображает на своем лице. Okay? So they're still emotional, but they're just not aware. There's like this cutoff. То есть у них внутри огромное количество разных эмоций, которые бушуют. Они просто не могут осознать и словами описать, а что именно они сейчас испытывают. And so it's difficult for them to deal with emotional things in relationships. И для них вот эмоциональный аспект взаимоотношений — это такая terra incognita, они не понимают, о чем говорится. So on one of the days, the first or second, I gave you that emotional face chart. Помните, в первый или второй день мы выдали вам такую вот табличку, да, с лицами разных эмоций. So I can tell you, you know, this was my style of attachment. И вот это был мой тип привязанности. And so when I was in graduate school studying to be a therapist, И когда я поступила в институт, я училась на психолога. and we were all in therapy all the time, in group therapy. И у нас постоянно были то терапевтические группы, то разные типы терапии мы на себе опробовали. And the professor would always ask me, Melinda, how do you feel about this or that? И один профессор, в частности, мне все время задавал один и тот же вопрос. Мелинда, а ты что сейчас чувствуешь? Какие у тебя чувства? And I would say, I feel, and I would answer. И я ему говорила, ну вот что я сейчас чувствую, и я ему говорю, что я чувствую. And he would look at me and he would say, that is a thought. Он говорит, подожди, Мелинда, ты сейчас мыслями своими делишься, а что ты чувствуешь? And I said, no, I said I feel. Я же сказала, я чувствую. And then I would answer with a thought. А давала ответ о том, что я думаю. I had no idea how I felt. То есть я вообще понятия не имела, какую эмоцию я сейчас испытывала. And I need very basic things to think, oh, this is anger, oh, this is... И мне пришлось разбираться, вот так вот злость, а вот это какая-то другая эмоция. Okay? I'm still working on this. То есть я еще по-прежнему все еще пытаюсь постигнуть сама себя. Okay? So this is what we look like as adults. Вот как выглядит человек с таким типом младенческой привязанности во взрослом возрасте. So a couple of points, if you think, yeah, this is me. Если вы подозреваете, что это ваш стиль привязанности, So what do you need to do to become more secure? что сделать, чтобы прийти к более безопасному стилю привязанности? One thing is, again, to learn how to pay attention to your body and your emotions. Во-первых, отдавать себе отчет о том, что вы сейчас ощущаете в вашем теле и ваших эмоциях, называть их. You need to push yourself to try to be with people. То есть, во-вторых, вам нужно заставлять себя быть все время с людьми. Okay, these are adults that very easy turn into workaholics. Эти люди зачастую становятся трудоголиками. Or these are people that are way too comfortable being by themselves doing hobbies and things. Или эти люди предпочитают какие-то хобби, где можно в одиночку, не командные виды спорта, например, где я один могу быть. Because they're very comfortable being alone. Потому что им как раз уютно наедине с самим собой. In fact, they're often more comfortable being alone. Им, кстати, уютнее наедине с самим собой, чем с другими людьми. Okay? So they need to push themselves to be with people. И им нужно себя заставлять и выходить в люди. And people with this attachment style struggle with a realistic perspective. У людей с таким типом привязанности очень сложно реалистично оценивать происходящее. Because they live in their own head and in their own world. Они живут не в реальном мире, а в мире собственного внутреннего мира. And so it's very important to check out your assumptions with other people. И поэтому очень важно людям такого типа привязанности свои выводы, взгляды на мир, убеждения сверять с другими людьми. I have 5 or 6 very, very close girlfriends. У меня есть 5 где-то подружек очень близких. And even now I have to ask them, hey, you guys, I am reading this in this situation. Is it right?
И я до сих пор спрашиваю, девочки, смотрите, вот такая была ситуация, вот как я ее оценила, вот вы как ее видели? Вот расскажите мне, какими глазами вы посмотрели на эту ситуацию? And they are helping to give me a more realistic perspective. И они дают мне более реалистичную точку зрения. Very often I misread something Я очень часто неправильно интерпретирую то, что происходило. because I interpret it through my own grid in my own head and in my own world. Потому что я-то смотрела своими собственными глазами через свой внутренний мир. И это была неправильная картина. So we need each other to heal each other. И мы очень нуждаемся в других людях, чтобы исцелиться. The ambivalent infant, Младенцы амбивалентного типа, they become the entangled adult. они вырастают и становятся взрослыми с запутанными взаимоотношениями. Okay, so these are adults that need to be the center of attention. Это взрослые, которым все время нужно быть в центре внимания. Okay, so they can be very charismatic people. У них такая харизма просто плещет через край. They can be very manipulative or controlling people. Они отличаются высоким степенью манипулятивности, и им все время хочется контроль держать над всем. Because remember, their underlying feeling is fear. И вот это их внутренний мир все время страх их посещает. Fear drives them. То есть ими управляет страх. Am I going to get comfort? Am I not going to get comfort? То есть он никогда не знает, вот меня утешит вот это или нет. And so they are trying to control the world around them so that they get comfort. И они изо всех сил пытаются окружающий мир контролировать, чтобы получить удовлетворение. Often this is very unconscious. И это зачастую на подсознательном уровне. But this is how they relate in the world. Но вот как они относятся к окружающему миру. I have to be the center of attention, and if I'm the center of attention, I know where I'm okay. You're going to help me. You're going to meet my needs. И их вот такой, знаете, подход такой, если я буду в центре внимания все время, то люди будут знать, какие у меня нужды, и я смогу удовлетворить свои нужды. Okay, so these are parents that tend to be very intrusive in their kids' lives. И когда у этих взрослых появляются свои дети, они вторгаются полностью в жизнь своих детей и не позволяют им собственного пространства. Okay, so if this is your style, some things that you can work on are letting go of control. Если это ваш стиль привязанности во взрослом возрасте, первый шаг, который вам нужно сделать, это отпустить вожжи. Отдайте контроль. Very difficult. И это очень сложно. And you are going to have to deal with this fear inside of you. И вам с этим внутренним страхом нужно будет постоянно разбираться. And to learn how to verbalize your needs, and so people can meet them simply by you verbalizing. You don't have to control it. И самое главное, чтобы вы научились не контролировать других людей, а заявлять о своих нуждах и говорить и просить о них, и ждать, пока люди удовлетворят их. These are people who it's very difficult to let other people have their own opinion. Например, эти люди не приемлют чужое мнение, которое отличается от их собственного. Do you know anybody like this that? У вас есть кто-нибудь из знакомых такой? Okay, so if you get into a discussion with someone and they think differently, you have to convince them. Например, вы начинаете обсуждать какую-то тему, и мнение другого человека отличается от вашего, и вы считаете своим личным долгом переубедить, чтобы он перешел на вашу сторону и согласился с вами обязательно. Okay. So you need to work on letting you have your own opinion. I have my own opinion. И вам очень важно научиться принимать чужое мнение, которое отличается от вашего, уважать мнение другого человека. And very often these adults have still conflicting feelings about their parents. И эти взрослые, они никак не могут решить, как же на самом деле они относятся к своим родителям. У них противоречивые чувства по отношению к родителям. Obviously they love them, but they're angry at them. То есть это, знаете, взаимоотношения любви и ненависти, которые все время борются. And so they need to work on resolving that conflict with their parents and coming to a point of forgiveness. И
Для того, чтобы решить этот внутренний конфликт свой по отношению к родителям, очень важно сделать этот шаг и простить своих родителей. The fourth style is the disorganized. И вот дезорганизованный четвертый тип привязанности в младенчестве, And they will become unresolved adults. и это люди, привязанность, которая называется неразрешенная. So remember we talked about that as human beings we are wired to go to our primary caretaker when we are threatened or under stress. Помните, мы говорили о стиле привязанности и о цикле привязанности, что смысл в том, что когда у меня сложная ситуация, которую я не могу разрешить, я обращаюсь и иду к тому, кто взрослому, который должен обо мне позаботиться. То есть в этом смысл цикла привязанности. Okay? But if this person that I am wired to go to is actually the one who is threatening me, what do? Но что мне делать в ситуации, когда я понимаю, что у меня сложная стрессовая ситуация? Я обращаюсь к взрослому, который должен обо мне позаботиться. Но этот взрослый источник моей беды, моей травмы. Он меня травмирует. Вот что мне теперь делать в этой ситуации? In our minds we split. И наш разум, он как будто бы разделяется. And so these grow up to be people who might dissociate. They're not really there. You look at them and they're not really there. То есть это люди, невидимки. Вроде бы человек есть, но на самом деле его как будто бы нет. These are adults who have very many behavioral and emotional and psychological disorders. То есть это взрослые люди с огромным количеством психологических, неврологических проблем. Okay? These are people that grow up with diagnoses like schizophrenics. То есть обычно это люди, которым потом ставят диагноз шизофрении Okay? во взрослом возрасте. They split. То есть у них как будто бы личность их разделилась, они не знают, кто они на самом деле. They don't have stable relationships. В их жизни отсутствуют стабильные взаимоотношения, надежные, долгосрочные. Their relationships are very confusing and conflicting and unstable. С ними очень сложно построить последовательно взаимоотношения. То есть они нестабильны, они все время то одни, то другие. They go from one relationship to the next to the next. И в их жизни такая череда из людей и взаимоотношений. So Их можно исправить. these, Can we change it? yes, we can. Да, их можно исправить. Okay. For Проходите, пожалуйста, садитесь. Вот два стула свободны. these are very deep issues. Это очень глубокие проблемы, внутри скрытые. And usually this requires a specialist to deal with these Для relationships. того, чтобы помочь взрослому с таким типом привязанности, нужен, конечно, специалист чаще всего. Okay? These are very deep issues, but they Потому can be что healed. проблемы скрыты глубоко внутри, но их можно исцелить. So it's very interesting. I told you, I think, on the first day that this new research is beginning to create a crisis in the medical community. И я вам в первый день говорила, что исследование этого доктора, в принципе, переполох среди медицинского персонала произвело. Okay, so even with the diagnosis of schizophrenic, Например, люди, которым поставлен диагноз шизофрения. there are many psychiatrists now in America